Я вообще должен сказать, что в России 24 года, если заниматься бизнесом, то этот бизнес должен быть, доходный бизнес, он должен быть криминальным отчасти. То есть вы либо сидите на каких-то серых схемах поставки санкционки, очень много рекламы сейчас идет. Привезем товары из США по хорошей цене. И немножечко, если поскребсти по вот таким вот партнерам, посредникам, то товары они возят из Китая. У меня есть такая информация. Ну, может быть, что-то они привозят из США, но очень немного. В основном это контрафакт, сделанный на, условно, малой арнаутской, то есть это где-то в Китае качественные или не очень качественные подделки Леви Страуса, Найки и кого-то еще. Второе, это, конечно, участие в войне. То есть производство всяких товаров двойного назначения или товаров прямо направленных на войну. Третье, это, конечно, осваивание бюджетов, связанных с восстановлением или подготовкой. То есть готовишься к наступлению войск, какие-нибудь там зубы драконы, или поехал восстанавливать разрушенные украинские города, типа Мариуполя. Ну, это все прям хорошие, прям огромные деньги. Вопрос другой, успеете ли вы эти деньги утащить с собой или нет. Относительно большой, но не слишком большой. И относительно честный ручеек, даже река такая небольшая, это так называемые благотворительные фонды, которые для поддержки наших мальчиков создаются. Разной степени, разных оттенков коричневого во всех смыслах. Но я не верю ни одному из этих фондов. Благо, что два из них разной степени крупности находятся в горячем ключе. Я не верю ни одному из этих фондов, что они ничего себе там не оставляют. Вот. И не только я не верю. Вспомним историю про пикап. Ну, в общем, там много чего можно вспоминать. Поэтому все, что связано с войной, это приносит деньги. Другое дело, что поскольку это большие или очень большие деньги, то там есть пристальное внимание так называемых силовиков. И ребята к вам придут. Рано или поздно на каждого из вас есть папочка, и к вам придут. Не дадут вам спокойно с этими деньгами сидеть. Вам придется жестко и много делиться. Некоторых начнут сажать. Может быть, всех. Ну, смотря какая команда будет выдана. Еще возможность, которая есть в современной России, это участие в переделе собственности. По явочным порядкам приватизация 90-х годов отменена. Вспомните Кубань-Вино, вспомните Макфу, вспомните патронный завод, Башнефть, да что угодно. Это все потихонечку идет, и я думаю, что это будет с нарастающим итогом. Идет передел собственности, идут посадки, потому что все ребята, которых сажают, они при деньгах, и у них есть собственность, есть что отбирать. И на этом тоже, то есть, если вы попадете в пул тех, для кого, или в пользу кого, даже номинальных владельцев, эта собственность будет перераспределяться, где-то вы на чем-то погреете руку. Но надо понимать, что все это, опять же, до поры до времени, пока не найдется хищник покрупнее.
Про ведение частного и честного бизнеса в России я убежден, его там нет. Все эти онлайн-школы, я их многие исследую. Интереснейшее явление, особенно понимать, кому они принадлежат, с кем они связаны. Я, конечно, понимаю, что качество этого обучения соответствующее. Инфо-цыгане, всякие эти марафоны чего-то там, роста, похудания, фигуры, натальные карты и все. Это все, ну, в разной степени это все Остап Бендер просто плачет. Вот это его время сейчас. Время вот такой вот турбулентности. И Россия только входит в это время. Только входит. Это только началось. Мы в 2011 году думали, что вот сейчас все наладится после кризиса 2008 года. Потом после 2014 года думали, ну сейчас все придет в норму. Ну, наверное, третий звонок прозвучал в 2022 году. Ничего не придет в норму. Ничего теперь не будет по-прежнему. Вернуться назад не получится. И да, это время перемен, как нас учили. Время перемен — это время возможностей. Время возможности потерять все. Посмотрите на меня. Или время возможности много-много заработать. Посмотрите на моих соседей, руководителей фондов по горячему ключу. Хорошо зарабатывают люди, которые ни один из них, я про Бухальцеву и Корзину, ни один из них не был рожден в горячем ключе. Вот. И при этом они, как родные, туда вписались. При том, что горячий ключ и вообще Краснодарский край откровенно плохо относятся к приехавшим, называя их понаехами. Но тем не менее, одна из Тверской области, другая из Сибири приехали в горячий ключ и пришлись ко двору и прекрасно себя чувствуют, эксплуатируя тему патриотических чувств, псевдопатриотических чувств. Потому что понятно, что все это, то, что происходит, ничего общего с любовью к родине не имеет. Это любовь к резиновой жопе. Но как время перемен. И это я все начал говорить. Почему? Потому что получение взяток или передача взяток — это единственное, что сейчас может двигать бизнесы. Ну или силовой ресурс. То есть или вы принуждаете, или кнут, или пряник. Никакого честного бизнеса в России не может быть. Ну или он есть до тех пор, пока вы не стали кому-то интересны. То есть пока вы не выросли до уровня, что у вас бизнес кому-то стал интересен, вы можете расти. А дальше по вам плачет статья 159, как минимум. Или любая другая статья. Вообще придумать на человека статью в России. 159 это мошенничество во всех его проявлениях. Придумать на человека статью в России, в России вообще нет никаких проблем. На любого. То есть есть народная 228, связанная с наркотиками. Есть куча нововведенных статей, связанных просто со свободой слова. Что бы ты ни сказал, когда бы ты ни сказал, могут найти старую запись или сфабриковать. Или что-то, посадить человека в России сейчас настолько просто и отобрать у него собственность настолько легко, что отличное время возможностей для некоторых. И так получилось, что я много общался с чиновниками, находясь на стороне людей, на стороне граждан. И с некоторыми у нас выходил достаточно откровенный разговор. Они вообще понимают, многие из них, не все, но многие из них понимают, в какой системе они
живут, в какой системе координат живут. Мне много раз предлагали работать в администрациях, в разных госорганах. Ну, я не создан для государственных систем. И в такой непринужденной обстановке чиновники мне рассказывали: наша мечта — это домик на берегу Средиземного моря. То есть их мечта — это наворовать достаточно, насобирать взяток, чтобы хватило до конца жизни их и желательно их детей. Переехать в страну, где законы хоть как-то, но соблюдаются. Это страны Евросоюза, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия. Ну, может быть, Япония, Корея. И жить уже по законам. Жить уже понимая, что тебя защищает правовая система этого государства. И это правда. Вы будете смеяться, но это правда. Если кто не знает, может погуглить. Мы все слышали о том, что против российских олигархов и там плохих людей, попавших в списки, ввели санкции. Да, против некоторых ввели. Но эти люди, особенно те, кто имеет большие деньги, нанимают в частном порядке юридические фирмы. И в частном порядке, тихо, без особой огласки. Большинство из них смогло за несколько лет судов, и это большие, это очень большие деньги, снять санкции. Для людей с деньгами наложены какие-то ограничения. Это вопрос только того, сколько они потратят, чтобы эти санкции снять. И на самом деле я, немножечко зная, как обстоят дела в Испании, просто со стороны, понимаю, что ограничения, которые накладывают на россиян, преодолеваются просто после определенной суммы. То есть можно легализовать какие-то доходы определенными способами, нелегальными, конечно. Но можно, люди же легализуют, приезжают сюда и живут хорошо. То есть вопрос только в сумме. Возможности есть, вопрос только в сумме. Увы, ах, вот такая вот страна. Я про Россию. И, наверное, ах, что в Испании не хватает, в Евросоюзе не хватает рук правоохранителей более эффективно отслеживать финансы, поступающие из России. А вот по таким обычным людям, как я, санкции бьют на ура, потому что у нас нет денег, чтобы нанять юристов, адвокатов и нас проконсультировать. Нету. Любая консультация с адвокатом начинается от 60 евро. То есть просто поговорить стоит 60 евро. А сколько будет заняться кейсом, каким-то вашим делом, это определяется в процессе первой консультации. Ну и представьте, если просто поговорить полчаса, час максимум, стоит 60 евро, то я думаю, что заняться каким-то делом будет стоить 1000 евро. Ну, например, в подтверждение моих слов, открыть ООшку в Испании стоит от 1500 до 2 с чем-то тысяч евро. 1,5, насколько понимаю, это все, это минимум. Открыть ИП аутоному, по-моему, от 200 евро начинается. Ну вот. То есть вопрос в деньгах. Вопрос не в возможности эксплуатировать закон в собственную пользу. И в завершение, еще полгода назад я был в розовых очках и думал, что в Испании не берут взятки. Но немножко больше пообщавшись, накопив опыт общения с жителями Испании, начав больше понимать испанский язык, я понял, что да, не в том размере, как в России, но
бытовое взяточничество в Испании существует. Они с удовольствием принимают благодарности, в кавычках, за то, что тебе помогли. Тут также, справедливости ради, многое зависит от чиновника. Но если в России чиновник тебя буквально подводит к тому, что тебе надо дать взятку, то в Испании, в принципе, они не торопятся ничего делать. Я имею в виду бюрократы. Им и так хорошо. Но если ты, допустим, будешь возвращаться к этому чиновнику в Испании, то лучше тебе за его помощь как-то его отблагодарить. Может получиться, что во второй раз не получится. И с дорожными инспекторами тоже так происходит. Да-да-да. Тоже мне рассказывали случаи, когда предлагали наличкой рассчитаться за возможный штраф. Но, опять же, мне так рассказали. У меня нет машины, и я могу предположить, что это кто-то придумал. Не могу утверждать. Не личный опыт. Вот. А коррупция на более высоком уровне, она, естественно, существует во всех странах. Естественно, потому что это свойство человеческой натуры. Увы. Вот и все. Спасибо вам. Подпишитесь, поставьте лайк. Отошлите это видео. Я вам крайне не рекомендую давать взятки. Очень не рекомендую их брать, потому что я уверен, что те, кто сидит на взяткоемкой должности, они все под колпаком. И все, что вы насобираете, вы потом отдадите условному товарищу майору, ну, либо большую часть. Если вы даете взятку, помните, что это уголовно наказуемое деяние. И взятка это и бутылка дорогого алкоголя, и ружье. Любая выгода это может быть приравнена, особенно в России, к взятке. Особенности не рекомендую баловаться взятками сотрудникам образовательных организаций. Да и правоохранительные органы, я думаю, что должны быть аккуратны, потому что у вас там буквально по дарвинизму идет внутривидовая борьба. И получая взятку, вы никак не можете быть гарантированы, что это не оперативное мероприятие против вас. Взятка зло. Но, увы, в России без взяток жизнь становится. Настолько плохие в России законы и правоприменение. Все, пока. Ставьте лайк.